Что именно произошло за закрытыми дверями звукозаписывающей студии в Лондоне, что так сильно потрясло Ким Тэ-хёна? Какой большой секрет Крис Мартин случайно раскрыл о скрытом контракте Чингука, который тщательно оберегалось менеджментом? Прежде чем мы углубимся в эту правду, которая сотрясает мировую музыкальную индустрию, обязательно поставьте лайк, оставьте комментарии со своими теориями и подпишитесь, чтобы не пропустить наше следующее эксклюзивное расследование. Вы когда-нибудь представляли себе секрет настолько большой, что он мог бы разрушить основы крупнейшей в мире музыкальной группы? Всего в одном предложении. В суматохе подготовки к мировому турне, которое, как ожидается, войдет в историю, в тихих коридорах роскошного отеля в центре Лондона начинает прокрадываться невидимое напряжение. Вопрос, который теперь мучает умы всех наблюдателей за индустрией, прост, но смертельно опасен. Что на самом деле знает Крис Мартин о будущем Чингука, чего не знает ни один из других участников BTS, даже Тэ-хён? Все началось со встречи, которая должна была быть частной. Ужин, запланированный в честь творческого сотрудничества, закончился почти неконтролируемой паникой на лице Ким Тэ-хёна. Атмосфера вечера была гораздо тяжелее обычного, низкое облачное небо над Великобританией словно сигнализировало о надвигающейся информационной буре. Тэ-хён, известный своей элегантной выдержкой, несколько раз потирал ладони, которые начинали потеть за карманами длинного пальто. Никто точно не знает, почему он был так взволнован, но несколько очевидцев в холле отеля шептали, что айдол только что получил короткий телефонный звонок, который резко изменил выражение его лица за считанные секунды. Начали появляться предположения о содержании разговора. Но скрытые подсказки пришли из самого неожиданного источника, а именно из поста в социальных сетях, который был удален всего через 2 минуты после публикации. Этот глубокий шок, похоже, стал толчком к серии событий, который раскроет темную сторону индустрии развлечений, до сих пор плотно закрытую улыбкой перед камерой. Как мог такой легендарный музыкант, как Крис Мартин, всегда известный своей скрытностью в отношениях с коллегами, вдруг сделать заявление, которое звучит как приговор профессиональным отношениям между двумя самыми молодыми участниками BTS? Это эмоциональное напряжение – не просто приправа к новостям, а реальность, которая начинает подрывать внутреннюю стабильность, считавшуюся очень прочной. Тэ-хён выглядел не просто испуганным. Он выглядел так, словно сбился с пути, услышав правду, которую изо всех сил пытался отрицать. Каждый шаг Тэ-хёна к VIP-комнате в тот вечер, казалось, нес на себе тяжесть 1000 тонн общественного давления. Внутри комнаты Крис Мартин уже ждал его с трудноразборчивым взглядом. Смесь сочувствия и необходимости срочно разобраться в чем-то. Тишина, воцарившаяся между ними, была не успокаивающей, а жуткой, похожей на тишину перед большим взрывом. Наблюдатели отметили, что жесты Тэ-хёна демонстрировали признаки глубокой тревоги. Начиная с того, как он избегал зрительного контакта, и заканчивая тем, как часто он проверял свой телефон, словно ожидая сообщения от Чингука, которое так и не пришло. Это начало неизбежного расставания или просто большое недоразумение, завуалированное безжалостными амбициями индустрии? Заявление Криса Мартина не возникло на пустом месте. В нем прослеживались следы закулисных переговоров с участием международных звукозаписывающих компаний, стремящихся эксклюзивно заполучить талант Чингука. Это создает серьезную моральную и профессиональную дилемму для Тэ-хёна, который всегда считал Чингука не просто коллегой, а родственной душой на протяжении всей своей карьеры. Чувство предательства и страх потери начинают смешиваться, создавая водоворот эмоций, который способен ощутить любой, кто находится рядом с ними в этот момент. За роскошью обстановки в комнате витает резкий запах неопределенности. Крис Мартин, со своей спокойной, но прямолинейной манерой говорить, начал разговор в очень серьезном тоне, далеком от его веселого образа на сцене. Он упомянул документ, соглашение, якобы подписанное тайно, которое навсегда изменит направление карьеры Чингука. Именно это заставило Тэ-хёна вскочить со стула. Его обычно теплые, пронзительные глаза теперь были полны чистого удивления, выражения, которое он редко демонстрировал на публике или даже перед коллегами. Почему Чингук хранит такой большой секрет? Почему Крис Мартин должен был это сделать? Маленькие подсказки, которые фанаты игнорировали, начали складываться одна за другой, образуя ужасающую картину.
От часто не совпадающего с другими участниками графика тренировок Чингука до секретной поездки в Соединенные Штаты, которая, по слухам, была частным отпуском. Оказалось, что дело связано со встречей с ведущим юристом отрасли. Тэхён в панике начинает понимать, что, возможно, он последним узнает об этом грандиозном плане. Глубокая душевная боль отразилась в том, как он пытался сохранить достоинство перед Крисом. Хотя его голос немного дрожал, когда он пытался защититься или просто попросить дополнительных разъяснений, мир может видеть в них неприкасаемых мировых икон, но на самом деле они всего лишь смертные, запутавшиеся в очень сложной паутине деловых интересов. Крис Мартин, кажется, осознает, какой груз он взваливает на плечи Тэхёна, но он считает, что честность – единственный способ предотвратить больший ущерб в будущем. Речь идет не только о контрактах или деньгах. Речь идет о честности и будущем дружбы, которая вдохновила миллионы. Сейчас Тэхён стоит на перепутье, и каждое его решение после этого определит, останется ли BTS целыми или распадется на части, чуждые друг другу. Паника Тэхёна усилилась, когда он понял, что некоторые сотрудники менеджмента начали входить в комнату с напряженными лицами, словно их только что поймали на сокрытии государственной тайны. Атмосфера стала очень формальной и холодной. Крис Мартин встал, бросив взгляд, который, казалось, говорил «простите», прежде чем выйти и оставить Тэхёна в буре собственных мыслей. Вот тут-то и кроется настоящий сюрприз. Тэхёну предстоит не только столкнуться с фактами о Чингуке, но и с тем, что люди, которым он доверял в менеджменте, возможно, предали его самым тонким, но смертоносным образом. Нет слов, чтобы описать, насколько тихо стало в комнате после ухода Криса. Только тиканье настенных часов, которые, казалось, отсчитывали время до разрушения целой эпохи. Тэхён откинулся назад, уткнувшись головой в руки, пытаясь осмыслить каждое слово, произнесенное вокалистом Coldplay. Тени прошлого, когда они только дебютировали, полные мечтаний и обещаний всегда быть вместе, теперь кажутся горькой иронией. Закончится ли все это в гостиничном номере в Лондоне, спровоцированным заявлением коллеги-музыканта с другого конца света? Сверкающие огни Лондона за окном кажутся такими далекими и незначительными по сравнению с тьмой, которая начала окутывать сердце Тэхёна. Он знал, что сегодняшняя ночь — лишь начало цепи событий, которые потрясут мир развлечений по всему миру. Ему нужно было немедленно позвонить Чингуку, но пальцы онемели, он сомневался, готов ли он услышать правду из уст человека, который ему дороже всего. Каждая секунда казалась пыткой, и в его голове начали появляться новые намеки на причастность третьих лиц к драме, порождая теории, более зловещие, чем могут себе представить даже самые преданные фанаты. Это напряжение еще больше усилилось из-за новости о том, что Чингук находится в неизвестном месте и отключил все средства связи. Похоже, это подтверждает самый большой страх Тэхёна. Чингук намеренно уклоняется от участия, готовясь к громкому заявлению, которое всех удивит. Крис Мартин не намерен провоцировать расставание, но его откровенность открыла ящик Пандоры, который больше нельзя закрыть. Любопытство публики вот-вот взорвется, и Тэхён находится в самом эпицентре этого взрыва, пытаясь найти выход из столь сильного потрясения. В этой удушающей тишине Тэхён вспомнил короткий разговор, состоявшийся несколько месяцев назад, в котором Чингук говорил об абсолютной творческой свободе. Тогда Тэхён считал это обычным творческим стремлением. Но теперь эти слова звучат как манифест независимости от всех связей, которые их объединяли. Не поэтому ли Крис Мартин назвал Чингука душой, готовой летать самостоятельно? Это заявление продолжало звучать в ушах Тэхёна, вызывая неудержимое чувство паники, пока ему не стало трудно даже нормально дышать. Внешний мир, возможно, все еще пребывает в неведении, но в этой комнате чернилами боли пишется новая история. Тэхён медленно поднялся, механически поправил пальто и уставился на свое отражение в большом зеркале. Он видел человека, которому предстоит сделать самый трудный выбор в своей жизни. Защитить свою группу, защитить своего лучшего друга или защитить себя от эмоционального опустошения, которое уже не за горами. Его шаги, когда он выходил из комнаты, были тяжелыми. Словно идя на битву, он понимал, что не сможет победить в одиночку. Секрет Криса Мартина перестал быть личным делом и превратился в бомбу замедленного действия, готовую взорваться в любой момент. Общественность скоро потребует ответов,
и руководство скоро придумает версию событий, чтобы замаскировать раскол. Но для Тэхёна эта рана уже слишком глубока, чтобы залечить ее одним лишь пресс-релизом, отполированным таким образом. Ему нужна правда, какой бы болезненной она ни была. И когда он выходит из отеля и садится в ожидающую его машину под лондонским дождем, он понимает, что его жизнь и жизнь Чингука никогда не будут прежними после этой роковой ночи. Паника, охватившая Тэхи. Чувство вины теперь сменилось холодной и острой решимостью. Он не оставит эту тайну без ответа. Если у Криса Мартина хватило смелости сказать это, у него хватит смелости взглянуть правде в глаза. Однако последняя подсказка, которую он нашел в кармане пальто, маленькая записка, которая, по-видимому, выпала из рук Криса во время рукопожатия, заставила его сердце на мгновение замереть. Записка содержала только адрес и часы, показывавшие раннее утро. Найдет ли он его там? Ждет ли его Чингук, чтобы дать объяснение? Или это очередная ловушка в этой грязной индустриальной игре? Лабиринт истины в уголке города, темнота лондонской ночи, казалось, высасывали всю оставшуюся энергию из тела Ким Тэхёна, пока роскошный черный автомобиль, везший его, скользил под усиливающимся дождем. В его руках клочок бумаги от Криса Мартина ощущался как огромная тяжесть, координаты истины, которую ему лучше никогда не узнавать. Главный вопрос, который сейчас висит в воздухе и который начинают подозревать и международные журналисты-расследователи, почему мировая звезда, такая как Чингук, прячется в тени, когда его карьера находится на пике? Гениальная ли это стратегия управления или эмоциональный способ убежать от давления, которое он больше не может вынести в одиночку? Напряжение в машине было настолько сильным, что даже рев двигателя звучал как угрожающий шепот. Менеджер на переднем сиденье молчал, его взгляд был прикован к мокрой дороге, но его жесты показывали, что он тоже находится под огромным давлением из командного центра в Сеуле. Новости о панике Тэхёна в отеле начали просачиваться в социальные сети, вызывая бурные спекуляции среди миллионов фанатов, которые начали подозревать неладное. Однако то, что им известно, это лишь верхушка айсберга гораздо более мрачного скандала в индустрии. Заявление Криса Мартина о тайном контракте Чингука теперь уже не просто слух, а реальность, которая начинает показывать свои клыки. Мировая музыкальная индустрия затаила дыхание, ожидая взрыва информации, который, как предсказывается, навсегда изменит карту власти в К-поп. Некоторые наблюдатели за музыкальной индустрией в Америке даже начали шептаться о причастности крупного западного агентства, пытающегося вытащить Чингука из орбиты BTS, предлагая ему практически невозможное для отказа предложение – долгосрочный сольный контракт, дающий ему полный творческий контроль, но на очень болезненном условии. Он должен будет на годы дистанцироваться от имиджа своей группы. Для Тэхёна это предательство обещания, данного ими много лет назад под светом соул-сцены. Боль была не просто вопросом профессионализма, а личной раной, которая разрушила его глубочайшее доверие. Да, машина проезжает мимо старого промышленного района на окраине Лондона. Тэхён начинает понимать, что адрес, указанный Крисом Мартином, это не шикарная студия звукозаписи, а старое, по-видимому, необитаемое здание. Почему Чингук выбрал именно такое место, чтобы спрятаться или провести тайную встречу? Это форма бунта против системы, которая его сковывает? Или есть другие стороны, которые намеренно изолируют Чингука, чтобы он не мог общаться со своими товарищами по группе? Сюрпризы следовали один за другим, делая ход событий еще более напряженным и непредсказуемым. Любопытство читателя, вероятно, приведет его к размышлениям. Достаточно ли силен Тэхён, чтобы справиться с тем, что скрывается за дверями этого старого здания? Переполняющие эмоции были очевидны потому, как Тэхён держал свой телефон, неоднократно пытаясь отправить сообщение, которое в итоге оказывалось только в черновиках. Он боялся, что, нажав кнопку «Отправить», начнется конфликт, который он не сможет предотвратить. С другой стороны, Крис Мартин в коротком интервью, взятом спонтанно в лондонском аэропорту, произнес лишь одну загадочную фразу: «Иногда любить кого-то означает позволить ему выбрать путь, который причиняет нам наибольшую боль». Это заявление немедленно попало в заголовки мировых новостей, усилив предположение о необратимом расколе в BTS. Каждый метр, пройденный машиной, казался секундами, приближающими казнь.
Тэхён начал вспоминать мелкие моменты последних нескольких месяцев. Как Чингук часто витал в облаках посреди тренировок или как он внезапно исчезал на несколько часов, не сообщая никаких новостей. Все они считали это признаком обычной усталости, но теперь все эти детали складываются в очень пугающую картину. Возможно, Чингук спланировал этот шаг давно, и Крис Мартин случайно нарушил завесу тайны. Участие Криса Мартина в этой драме не случайно. Будучи музыкантом с многолетним стажем в мировой музыкальной индустрии, Крис точно знает, каково это – быть зажатым между художественным идеализмом и удушающими требованиями контракта. Однако почему он решил рассказать об этом Тэхёну? Это проявление солидарности между музыкантами? Или Крис считает, что Тэхён – единственный, кто может спасти Чингука от большой ошибки? Это психологическое напряжение пронизывает каждый эпизод путешествия Тэхёна в ту ночь, создавая атмосферу, которая захватывает всех, кто следит за развитием событий. В то же время социальные сети начали заполняться размытыми фотографиями, сделанными папарацци-любителями, на которых черный автомобиль, похожий на автомобиль Тэхёна, припаркован в подозрительном месте. Новость распространилась как лесной пожар, вызвав массовую панику среди ARMY.